Привет, друзья! Вы на канале Каява ТСА. Сегодня у нас такой экстремальный дождевой выпуск, но мы не могли проигнорировать, несмотря на то, что сегодня воскресенье. Приехали сюда специально для того, чтобы снять и показать вам самый портативный, самый мощный и самый крупнокалиберный образец оружия, который попадался у нас на канале. Встречайте, самый мощный травмат в мире, гранатомет Ford 600. Вот он. Итак, давайте пробежимся по основным конструктивным особенностям данного изделия. Гранатомет от компании Ford является таким продуктом, который облизан, вылизан и доведен до совершенства на протяжении определенного периода времени, потому это не самодельная какая-то поделка на тему. Да? Это полноценный продукт после испытаний, который прошел все, что можно пройти, и сейчас отвечает стандартам вот такого оружия в мире. А почему, сейчас вам расскажу. Давайте об особенностях по порядку. Гранатомет однозарядный. Заряжается он следующим образом. Опускается рычаг заряжания, который, кстати, двухсторонний, то есть модное слово амбидекстерный. Вниз поднимается казенная часть и освобождается место патронник для того, чтобы сюда закинуть гранату или извлечь стрелянную гильзу. Ствол имеет длину 28 сантиметров, 5 правых нарезов. Я сейчас вам хочу продемонстрировать, как это выглядит изнутри. Имеет 5 правых нарезов. Нижняя часть гранатомета выполнена тоже из металла, но облачена в пластиковый, скажем, пластиковый кожух. Подобное решение вы уже могли видеть на пистолетах Ford 28. То есть гранатомет не боится такой погоды, не боится дождя, имеет складной приклад. Приклады бывают двух типов. У данной модели установлен металлический с демпфером, а есть еще и полимерный приклад. Так вот, с таким демпфером он весит 2,8 кг, а с полимерным прикладом 2,2 кг. Механические прицельные приспособления установлены на планку вивера. Мушка имеет светонакопительный элемент, целик откидной, размечен до 375 метров. Почему такой высокий целик, спросите вы? На самом деле все очень просто. Гранаты здесь используются низкоскоростные, то есть в районе 80 метров в секунду. В слоумо вы это все увидите. И, следовательно, крутизна траектории полета гранаты очень высокая, очень крутая траектория, потому приходится брать большие поправки. Приблизительно так надо будет смотреть при выстреле на 375 метров. Я думаю, что вам сейчас будет видно. Гранатомет очень легок в обращении. Он имеет самовзводный ударно-спусковой механизм. Вот он. Кстати, прогнозируемый такой натяг. Я вот сейчас понимаю, что сейчас будет срыв. Вот этот пин, кстати, красноречиво говорит о том, что все, он на максимуме. И имеет неавтоматический предохранитель по типу пистолетного. Антуражные звуки стрельбища. Гранатомет рассчитан для использования 40-мм натовских гранат любого типа, ну, кроме тех, которые имеют высокую скорость, потому что они используются в автоматических гранатометах. Данный же гранатомет имеет стандарт НАТО, и, собственно, любая 40-мм граната сюда может быть задействована. От красящей или резиновой, это шутка про травмат, она на самом деле не шутка, до фугасной или осколочно-фугасной. Или даже комбинированной, потому что есть гранаты, которые имеют кумулятивные свойства и могут использоваться в данном гранатомете. С одной стороны, я уже слышал от спецназа нарекание о том, что почему Ford не сделал гранатомет многозарядный. Ну, на самом деле, прежде всего, это вес. Вот этот гранатомет может смело обслуживаться одним человеком и носиться в сумке сзади или в рюкзаке. Да? А шестиствольные автоматические гранатометы или там неавтоматические помповые гранатометы по типу ГМ-94, они все-таки имеют больший вес. Второй момент. Возможность быстро выбрать тип гранаты. То есть отбросили, достали то, что вам надо из-под сумка, всунули, зарядили, выстрелили. Это достаточно удобно. Практическая скорострельность у него, конечно, ниже, чем у шестизарядного гранатомета револьверного типа, но с другой стороны, надежность работы механизма у такого гранатомета выше. А когда мы вспомним о процессе заряжания, то представьте себе, как быстро зарядить шестиствольный гранатомет. Это, я вам скажу, очень не быстро. И невозможность выбора гранаты тоже сказывается на практичности. Потому вот такое решение, как на мой взгляд, на сегодняшний день очень
такое прагматичное и очень правильное. Вспомнили все вьетнамскую флешбэк, да, и гранатомет М79, если я не ошибаюсь, с деревянным прикладом возник у вас перед глазами. Что-то похожее есть в этом, да, но при общении с главным конструктором мы говорили о том, что они, скажем так, ориентировались на швейцарские гранатометы Brugger Tomet и на изделия этой компании. Кстати, очень качественные, очень популярные в мире. И попытались, и достаточно удачно, на мой взгляд, воплотили основные решения в данном образце. Об основных моментах я уже сказал. Я думаю, что пришло время сейчас пострелять, потому что ради этого мы терпим эту непогоду. Стрелять мы будем на дистанцию 100, 200, 250 метров, а также покажем вам некоторые моменты в режиме slow-mo, для того, чтобы насладиться вот в полной мере картиной взрыва. Ну, всем уже нравится что-то разрушать. Первая граната у нас будет осколочно-фугасной. Забавно, да, доставать ее из кармана. Вот она, продемонстрирую всему сообществу, для того, чтобы вы насладились тоже качеством гранаты. Зарядили, отбросили целик. Ставим, да. Близко, перелет буквально 1 метр. Ну, это было эпично. Это тоже было эпично. Сразу позвонили. Кто-то вызвал полицию. Демонстрирую извлечение. Все очень просто. Гильзу надо сдать. Это же армия. Кстати, отдача очень небольшая. Сейчас мы стреляем осколочно-фугасными гранатами. И еще одну осколочно-фугасную гранату. И я, пожалуй, даже не буду тратить эту гранату, а переведу камеру в режим slow motion, для того, чтобы мы все вместе насладились процессом. Меняем гранату. Обратите внимание, как оперативно все получается. Гильзу в карман. И выстрел. Красиво, красиво. Теперь давайте поговорим о стоимости того, что я сейчас настрелял. Стоимость одной гранаты составляет порядка 80 евро. Стоимость гранатомета, я скажу вам так, она небольшая. Но ресурс гранатомета около 1000 выстрелов. Следовательно, он выстреляет явно больше, чем он стоит. И вот в этом как раз и весь смысл, да, что дешевое относительно оружие является очень мощным, портативным и таким отличным дополнением оружия пехотинца. И не только пехотинца, да и любого спецназа, который вот, где может применяться подобные вещи. Ведь сюда могут применяться гранаты самого различного типа, начиная от, скажем, маркерных, красящих, или там резиновых, тренировочных, заканчивая гранатами со слезоточивым газом, фугасными, осколочно-фугасными. Как я говорил раньше, и кумулятивными гранатами. То есть вся номенклатура боеприпаса, которая есть в НАТО, вся может использоваться в данном калибре у этого гранатомета, кроме высокоскоростных гранат. Интересная граната, комбинированное действие. Сейчас покажу вам маркировку. Подсказали забрасывать далеко.
ну тогда стреляем далеко. Пока из меня гранатометчик такой себе, но тем не менее, давайте сразу по отдаче. Целиться легко, отдачи здесь как таковой нет. Звук выстрела не громкий. Я, честно, сначала привез наушники, но потом, в конце концов, их снял. И он очень легко осваиваемый. Здесь прям таки вшита защита от дурака, в прямом смысле слова. Что здесь можно сделать не так? Я себе даже не представляю. Открыл, зарядил, закрыл, выстрелил. Просто как дважды два. Поэтому резюме по этому изделию. Это, конечно, огнестрельное оружие, личное огнестрельное оружие. И что приятно, что в форм-факторе оно выполнено в таком форм-факторе, что позволяет его практически беспроблемно носить, переносить, использовать для любых сценариев, в которых может понадобиться такая вещь. Она очень сильно укрепляет возможности, будем говорить, потенциальных пользователей. Потому понравилось ли мне это оружие, конечно, безусловно. Единственное, о чем я жалею, о том, что таки закон по короткостволу не принят, да, и у нас такой короткоствол купить себе домой нельзя. А так хотелось. Пока.